Мировая революция вырисовывается, когда люди планеты просыпаются во многих странах, есть признаки того, что происходит какая-то мировая революция. К ним относятся борьба за власть в Китае, беспорядки в Иране, военная могилизация России, объявление войны Техасом, королевские беспорядки в Великобритании и многое другое. Все это указывает на своего рода историческое всемирное событие «Черного лебедя», возможно, в октябре. Начнем с событий в Китае. Интернет гудел от слухов, вызванных отчетом Дженнифер Цзэн. Мы проверили Цзэн, и оказалось, что она является членом секты Фалунгун, управляемой Государственным департаментом США, боссом хазарской мафии Элиотом Абрамсом. Тем не менее, отчет оказался весьма достоверным. На нем показано видео 80-километровой военной колонны, движущейся для окружения столицы Пекина. В нем отмечается, что состоялась крупная встреча китайских военачальников, на которой не присутствовал Си Цзиньпин, номинальный глава китайских вооруженных сил. 2 члена Политбюро, связанные с военными, на встрече, что очень необычно, не упомянули Си в своих выступлениях. Кроме того, на встрече в первом ряду сидел высокопоставленный северный генерал, который, как предполагалось, был уволен Си. Кроме того, Си очевидно быстро отказался от саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане и поспешил обратно в Китай, но с тех пор его не видели на публике. В Китае существует настоящий раскол между военными и разведывательными группами вокруг Цзян Цзэминя и группой вокруг Си Цзиньпина. Не может быть никаких сомнений в том, что между двумя группами идет крупная борьба за власть. Тот, кто окружает Си, хочет сделать его пожизненным диктатором. На Большом собрании Коммунистической партии Китая, которое проходит раз в 5 лет в октябре. Другой яростно настроен против Си и окружающего его культа личности. Источник из азиатского тайного общества, близкий к Си, заверил нас, что слухи были ложными, и с Си все в порядке. Наши источники, близкие к Цзяну, не отвечали на наши сообщения. Последнее, что мы отмечаем, это то, что шаг против Си был предпринят после того, как он отказался встретиться с агентом хазарской мафии, выдающим себя за папу Франциска в Казахстане. Папа Римский присутствовал на Всемирной религиозной конференции в будущей мировой столице Хмастане. Вот фотография с концерта на том митинге, присланная нам польской разведкой. В любом случае, не может быть никаких сомнений в том, что китайское правительство подвергается нападкам, потому что оно сообщает миру неудобную правду о реальном послужном списке Запада. В последнем примере Китай обвинил США в незаконной краже 80% сирийского добычи нефти, хотя более 14 миллионов сирийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи после многих лет западных санкций. Наш совет китайцам выяснить, кто платит огромные взятки за широкое распространение мошеннических тестов и с их помощью пытается превратить Китай в гигантскую животноводческую ферму. Кем бы они ни были, их нужно убрать со всех постов власти и контроля над деньгами. Мы призываем иранские власти сделать то же самое и арестовать всех разжигателей болячки 19. В более чем 80 городах происходят беспорядки, поскольку верховный лидер Аятолла Али Хамейни находится в критическом состоянии. Источники в иранской королевской семье говорят, что Хамейни является агентом Ротшильдов, и его смерть даст шанс свергнуть правление. Однако с учетом того, что бунтовщиков расстреливают полицейские на мотоциклах, любое свержение скорее всего будет кровавым. Теперь давайте посмотрим на ситуацию в России, где президентский аватар Владимир Путин отдал приказ о первой военной готовности гражданского населения со времен Второй мировой войны. Источники в ФСБ России говорят, что могилизация была вызвана тем, что хорошо вооруженная и хорошо обученная военная группа во главе с офицерами НАТО атаковала их силы. Русские говорят, что было мобилизировано 300 тысяч дополнительных военнослужащих, в то время как различные западные источники называют цифру ближе к 1 миллиону. Россия также организовала плебисциты, чтобы сделать территории НАУ, которые она контролирует, юридически частью России. Это сделало бы нападение на них законным поводом для войны или поводом для войны.
Польская разведка подтверждает, что большое количество британских и американских войск было развернуто в Польше в ответ на действия России. Источники в Ми-6 говорят: «Мы никогда не будем комментировать наши войска или их местонахождение, но российский пожар находится в стадии эскалации, поэтому, конечно, поблизости будет проведена всеобщая трататушка ОСО стороны НАТО термоядерной войны к 2025 году». Далее, давайте посмотрим на ситуацию в Техасе, где сегодня губернатор Грег Эббот издал распоряжение, в котором мексиканские наркокартели признаются террористическими организациями, а Департаменту общественной безопасности Техаса, ДПС, предписывается принять немедленные меры для обеспечения безопасности техасцев. Это очень важно. Кто знает, что губернатор может объявить войну, отмечает источник в ЦРУ. Это открывает для военных возможность военного вмешательства. Пришло время действовать, продолжил источник. Наши собственные источники в Аризоне отмечают, что большое количество китайских и российских мужчин призывного возраста въехало в Соединенные Штаты под предлогом принадлежности к мексиканским картелям, что безусловно является поводом для войны. Губернатор также направил письмо президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с просьбой объявить картель Синалоа и картель нового поколения Халиско, а также другие картели, производящие и распространяющие смертоносный фентанил, террористами. Это означает, что если Байден и заговорщики Рокфеллера, которые дергают его за ниточки, ничего не сделают с ситуацией с открытыми границами, это может спровоцировать гражданскую войну. Согласно источникам АНБ, 70% американцев сейчас являются теми, кого раньше называли теоретиками заговора, что делает страну созревшей для революции или гражданской войны. Несмотря на попытки отвлечь людей такими проблемами, как и аборты, опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев гораздо больше обеспокоены преступностью и падением уровня жизни. Недавний опрос показал, что инфляция снизила средний доход американской семьи на $11 500 за последний год. Во время гражданской войны в США войска христианского Среднего Запада и Техаса, скорее всего, выступят на штаты, в которых доминирует такие как Нью-Йорк и Калифорния. Такие действия были бы необходимы, чтобы наконец восстановить справедливость в отношении педофилов, контролирующих эти штаты, и ложного режима Джо Байдена. Самым последним свидетельством этого является то, что сенатор штата Аризона Дэвид Фарнсворт обвинил агентство по защите маленьких людей штата Аризона в передаче более 550 маленьких людей глобальным торговцам людьми и сборщикам США не одиноки. Канада также находится на грани свержения открыто преступного и всеми презираемого министра по делам преступности Джастина Кастро. Есть также признаки того, что в Соединенном Королевстве идет какая-то массовая борьба между роялистами и гностическими иллюминатами, которые выступают против правила родословной. В духе гражданской войны в Англии члены парламента присягали на верность королю Карлу, а не королю Карлу III. Это означало, что они имели в виду короля Карла I, который был казнен, после чего Англия ненадолго стала республикой. В Соединенном Королевстве также произошло много других необычных вещей, таких как телевизионные репортажи о том, что королева Елизавета II мертва уже 4 года, и публичные выступления короля Карла III без королевских регалий. Источники в ФСБ России также отметили, что на похоронах королевы было замечено много актеров, играющих роли родственников или друзей королевы. Вот что сказала о ситуации тайная королевская особа, которая последние несколько лет играла роль королевы Елизаветы. Карл Великий отстаивал божественное право править королями и отвергал конституционную монархию, как и я. Я выступаю за абсолютную монархию и королевское военное управление, включая королевские прерогативы. В конце концов Карл потерял голову в поражении. Я так многого не могу сказать, но мы очень тщательно проверили нового короля, и я могу подтвердить, что он не причастен к смерти своей покойной жены Дианы. Наш личный совет этому человеку заключался в том,
что для сохранения монархии было бы разумно выбрать более симпатичный символ, чем Карл. Ожидается, что нестабильность в Великобритании усилится в ближайшие месяцы на фоне растущей нехватки топлива и других проблем. Нестабильность наблюдается и в других частях Западной Европы. В Италии лидер постфашистской партии «Братья», в Италии Джорджио Мелони захватил власть, положив начало величайшим политическим переменам со времен падения Муссолини. Мелони близка к бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони, который, согласно источникам итальянских масонов P3, был хорошим другом Владимира Путина до того, как его сменил аватар. Это означает, что Италия, Венгрия, Польша и Швеция избежали пристального внимания ЕС, как это уже произошло с Великобританией. Урсула фон дер Ляйен, неизбранный лидер ЕС, пригрозила Италии: «У нас есть инструменты для контроля над непокорными странами, как мы показали с Венгрией и Польшей. Эти инструменты в основном касаются контроля над деньгами». Агустин Карстенс, глава контролируемого ХМ Банка международных расчетов или Центрального банка БИС, возглавляет борьбу за замену всех наличных цифровыми валютами Центрального банка CBDCC, говоря: «С наличными мы не знаем, кто использовать 100-долларовую купюру, но с CBDC Центральный банк будет иметь абсолютный контроль диктовать использование». Также растет общественное признание того, что на самом деле это борьба с падшими ангелами. Наши собственные эзотерические источники сообщили нам, что мы являемся свидетелями окончания войны, бушующей уже много тысячелетий, против сатанинской армии, которая дает свой последний бой на этой планете. Поэтому Земля находится на карантине. Кукловоды ХМ изо всех сил стараются общаться с падшими ангелами сатанинскими существами, сказал источник в Моссаде. Теперь ЦЕРН признает, что общается с существами с другой стороны, подтверждает автор Энтони Пач.